Знаете, что я сейчас делаю? Тестирую GuliKit King Kong 3 Max, как А3 Max, как я это называю. Вот такой вот очень крутой геймпад. Это новиночка, скажем так, с огромными возможностями, с металлическими лепестками, с датчиками холла на курочках, с датчиками холла на вот этих вот аналоговых, скажем так, вот они, на вот этих аналоговых джойстиках, при этом они заменные, и он еще и мультиплатформенный, Android, Switch. Теперь у нас тут можно через донгл к чему угодно подключить, через, ну вот к винде можно подключить, через Bluetooth к Android. И мы сегодня его будем тестировать на нашей винде, ну вот, в принципе, я тут уже что-то тестировал, скажем так, и, конечно же, будем тестировать на Android TV Box, потому что это специализация нашего канала. В общем, как А3 Max, мы сейчас переходим с вами, смотрим, сколько стоит, потом распаковывает, и потом переходим на тесты на канале Технозон. Поехали. Слушайте, а цена-то его, вот даже за какую-то версию, там максимально набитую, давайте я вот сейчас найду, смотрите, в белом цвете, как у меня, он идет за $61, $60 72 цента. Идет с 2,4 ГГц адаптером. Объясню, это не просто адаптер. Это не просто адаптер, это замена проводному подключению, потому что он идет с 1000-герцовым опросом, с мгновенным откликом практически по радиоканалу. С вот такими вот комплектами задних вот этих вот лепестков, тоже сейчас на распаковочке видим, со сменными кнопочками, которые у нас, ну, допустим, для компа, для свитча, можно их переставлять, накладочками и коробочкой. То есть, ребят, очень хорошая комплектация за $61. Закинул в описании под видео ссылку. Кстати, еще подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А теперь давайте посмотрим. Смотрите, Hall Effect джойстики и триггеры, запатентованные у нас вибрационные моторы. Вот эти вот джойстики с 2200 градациями, скажем так, уровнями наклона, 1000-герцовое подключение, ну, имеется в виду к этому через этот донгл. И тут еще, слушайте, тут очень много, мы сейчас это в процессе с вами будем рассматривать. Сами по себе, ну вот они опять эти вибромоторы, конечно, прям у нас, знаете, как пиарят. И тут имеется в виду, что GuliKit вот идет Maglev Motor Vibration, короче, они... Частота у них вариативная, ответ быстрый и сильный, то есть сильный отклик самого вибромотора. Много чего тут показывают, 6 независимых уровней вибрации, 2 Hall Effect джойстика, 2 Hall Effect аналоговых триггера для всех версий контроллеров. И при этом вот эти вот триггеры еще можно сделать просто аналог, либо Hall Effect, то есть здесь есть переключатели снизу. Дальше у нас есть, ну, про вот этот вот джойстик микроконтроль, улучшенный на вот этих вот стиках, которые есть. Это, конечно, хорошо. И супер быстрый ответ, 1000-герцовый вот этот донгл, как они, видите, показывают 125 Гц, это обыкновенный через Bluetooth коннектор идет, да, и 1000 Гц через USB коннектор. Дальше у нас механические кнопочки, еще и которые свечи, вот эти вот, которые еще и у нас меняются. Смарт-триггеры запатентованные тоже. Есть система, знаете чего? Сейчас я вам покажу. Так, это триггеры, нет, тут одна система есть. Ну, дипад здесь переключаемые на 8 направлений и 4. Это то, что не является 4 металлических задних педальки. Теперь автопилот гейминг, APG. Так называемый. Очень прикольная тема, это когда вы можете вот с помощью этой кнопки записывать ряд действий, тут есть кнопочка, ряд действий для ваших, скажем так, повторяющихся действий, потом его использовать. Сразу говорю, с King Kong 2 эти файлы не совместимы, да, их можно потом через USB-шечку поскидывать. У нас есть, ну, тут они про процессор уже там начали. Самое главное, что здесь 950 мАh батареи, им хватает там на больше, чем на 20 часов игры. Кстати, это очень классная тема. Вот смотрите, 28 часов. И если с подсветкой, то это будет 15 часов. Дальше металлические стики с антифрикцией. И вот еще, знаете, запатентованный Motion Aim Assist. Это, короче, помощник этого, как его, прицеливания. То есть, когда ты начинаешь там прицеливаться в мелких моментах, он расширяет, скажем так, диапазон прицеливания. Это достаточно прикольная тема. Я хочу прям попробовать. Я на КК2 Max, у них тоже это была штука.
ну, сейчас почему-то они об этом говорят, как о новинке какой-то. 6-осевой гироскоп, который работает, честно говоря, нормально в свече, тут абсолютно отлично. Они тут рассказывают, насколько он лучше, чем Xbox контроллер, чем PS5 контроллер, имеется в виду для игры на компьютере, но все рассказывать-то можно. Сейчас мы идем распакуем, а потом будем тестировать. Мне нужно посмотреть своими глазами. GuliKit KK3 Max. KK3. Вот такой вот геймпадик. Кстати, один из топовых геймпадов, который мне очень нравится, из Китая. Кстати, у нас, видите, он идет с заменными стиками. Мы делали обзор на KK2. Здесь, давайте сразу я посмотрю, что у нас тут есть. Ну, смотрите. Оп. Слушай, прикол. Коробка крутая. Да, коробочка вообще топ. Оба! Заменные, вы видели? А? Этот короче. Этот... Ну, Подожди. Да, это разные по длине. Да. Все, супер. Так, с этим мы разобрались. Давайте смотреть на геймпадик сам по себе. А что у нас тут? Так. запечать. Это прикол. Это триггеры и эти. Это лепестки. И кнопки сменные. Да ладно, слушай. Здесь есть насадочки на стики. Ты понял? Резиновая. Он находится в вот таком он классном кейсе. Слушай, вообще GuliKit начали делать какие-то топы вообще. Смотрите. Вау. Оба. Это экстрактор. Все, это 100%. Это экстрактор и донгл USB. Смотри. Донгл USB, а это экстрактор для кнопок. Вот так вот. Все. Также у нас в комплекте идет еще кабель под него Type-C-шный. Есть у нас, слушай, сколько у нас тут всяких приколов. Наклеечки GuliKit. Да, без них мы никуда. Все. Давай на сам геймпад посмотрим. Вау. Ты поняла, что это такое? Пока не очень. Я тебе сейчас объясню. Это у нас лепестки на задние кнопки. Ух ты! Вот так вот. Ты поняла? Они вставляются именно туда. Прикол. Давайте так, давайте по порядочку. Смотрите, я его включил с подсветкой. Кстати, с подсветкой. Плюсик-минусик, тут все понятно с этим. Домик. Вау. Смотри, какой прикол. Он вибрирует. Он вибрирует. Кнопки у нас, само собой, сами по себе сменные. Давай инструкцию посмотрим. Как это все менять. Что с этим делать. Потому что, ну давайте так. X, A, B, Y. Крестовина. Это я называю стиль геймпада под Xbox. Здесь у нас кнопки, здесь триггеры. При этом у нас здесь сразу идут ограничители триггеров, либо на полную. Да? То есть у нас, видите, с полное нажатие есть 50% нажатие. То есть все здесь классно. Есть у нас G1, G2, G3, G4 кастомизированные кнопки. Они нажимаются и так, но под них вот есть, видите, целый набор специальных лепестков различных. Как ими пользоваться сейчас будем стоять. У нас есть сменные кнопки, кстати. Сменные кнопочки Y, X, A, B под разные платформы. Да, допустим, на Nintendo, допустим, на компе X, Y, A, B. Вот есть у нас экстрактор. Позволяет менять кнопки. Просто-напросто достали, взяли кнопочку, поставили новую кнопку. Все. Да. Мне интересно, вот эти штуки тоже съемные у нас, по идее, да. Они отключаемые. Так, давайте мы посмотрим в инструкции. Стой, здесь, короче, на китайском языке. Куча всего. Есть приложение или нет приложения? Фу-фу-фу. Сколько тут разных приколов. Твою ж налево. Здесь какая-то у нас комплектная. Это рекламный рекламный проспект. Что у нас тут много. У нас тут электромагнитные стики, кстати, датчики холла. Потом механические кнопки. Вот эти кнопки, они механические. Они механика. Ладно, смотрим. Это рекламная штука, да, там под разные можно докупить что-то. И все, как меняются эти кнопки, а? Здесь прошивки. Как обновлять прошивку. Это все мы понимаем. Как вот это вставлять, как вот это снимать. Так, небольшое обновление. Разобрался, как вставлять. Блин, хотя бы какую-то инструкцию приложили. То есть у нас здесь есть посадочные места, да, там с точкой.
То есть вставляется вот таким вот образом. Сейчас, видите? То есть просто оп, все, оно туда зашло. Все, и выглядит это вот таким вот образом. То есть один, второй. И вот такие вот у нас тоже лепестки есть. Они точно так же вставляются и защелкиваются туда. Смотрите. Раз, залез. Второй лепесток. Ну, это G4. Тут G1 можно вот такие вот лепестки использовать. Можно вот такие вот штуки. То есть кому как удобно. Это у нас G3, G4. G4, а вот... А да, это G2. Все правильно. Все правильно сделал. О, есть. Теперь это вот так вот нажимается. То есть вот таким вот образом. То есть сюда можно поставить дополнительные лепесточки. Теперь сверху у нас кнопки, которые выбирают режимы работы. Это Windows, Android, Switch я вижу. Вот Switch и через донгл. А что через донгл у нас подключается? Просто донгл. Куда совместимый, что ли? Ну ладно, посмотрим. Или через Bluetooth. Ну, Bluetooth, по идее, Windows, Android, а через донгл куда попадет. Не знаю, тоже будем смотреть. Слушайте, ну, для меня это вообще какой-то вот прикол. Он постоянно вибрирует, ты его постоянно как-то что-то двигаешь. Мне интересно вот эти штучки, как их снимать. А, во, все, ну понял, как снимать. Теперь берем вот эту штуку. Раз, поняли? Либо такая штука, либо вот такая штука. С лепестками, как по мне, так удобнее. То есть под пальцы, да, под пальцы вообще топ. Вообще под пальцы топово. Фух, ладно, короче. Будем подключать, смотреть. Вообще у нас здесь есть различные, видите, у нас здесь есть различные комбинации. Допустим, кнопка вот эта и плюс нажатие. То есть Rapid Fire Turbo, это включение турборежима. Потом у нас своп кнопок A, B, X, Y, то есть замена положения кнопок. Если вы сменили кнопки, чтобы они и поменяли свое положение, тоже необходимо сделать определенные манипуляции. Теперь сенсивность вибрации можно задавать, вибрационный режим, вот таким вот комбинацией. А это что? Да ладно, это APG файл, Recording File Share. Это, короче, сеттингсы, которые для него есть. Можно передать и записать и скинуть. Слушайте, вообще интересно. Так, теперь Motion Assist. Охренеть, а что это? У нас ассистент на прицеливание тут есть. Так, стереть все сеттингсы. Теперь сенсивность джойстика, яркость. И можно менять даже вот этот вот депад, кстати. Он у нас может быть либо 4-направленный, как на старых консолях, либо 8-направленный. 8-направленный, это значит 2 сразу будут срабатывать, либо 2 сразу не будут срабатывать. То есть можно переключать режимы вот этого депада. Блин, ребят, очень крутые функции, очень крутые опции. Давайте подключать, смотреть, что он из себя представляет, потому что вот прям много всего. Триггеры, да, кстати, вот видите, это у нас даже переключение триггеров в аналоговый и в Hall Effect. То есть, если, Hall Effect это у нас на полный, вот это вот аналоговый, там, где он будет просто срабатывать как выстрел, да, там, единичное нажатие. Hall Effect это будет как триггер срабатывать, а не как курок. То есть, вот это вот разница. Ну и здесь у нас еще автопилот Gaming Function. Да ладно, слушайте. То есть, он будет записывать, мы можем записать различные действия и использовать еще и автопилот. В нем есть все эти функции. Да ладно, слушайте, короче, очень много всего интересного. Переходим и будем его тестировать. Ну и мы с вами вот вернулись, открыли вот этот вот геймпад тестер. Ну, задние лепестки мы тут не можем тестировать. А вот курочки, да, курочки у нас реально... они курочки и очень плавные. Вот прям, вы знаете, такой кайф. А ну, переключаю в аналоговые моменты. Да, и теперь они аналоговые. То есть это имеется в виду, что они будут просто on-off стрелять. Это для некоторых игр важнее, чем, допустим, нажимные вот эти вот с холл-эффектом штуки. Теперь у нас есть вот этот вот момент прицеливания. Вот я нажимаю сразу, они работают R2, вернее R3, L3. Работают все кнопки. Давайте сразу их проверим. А вот 8-канальный или 8-положенческий депад, как-то так я его назвал. Ой, что-то я попереключал. Ой, здесь, кстати, домик работает отлично. Теперь, что у нас тут?
Ой, это у нас включился Steam. Я нажал на кнопку переключения, у нас включился Steam в полноэкранном режиме. Начала Tomb Raider запускать. А не нужно мне сейчас пока ничего запускать. Мы тестируем. Мне интересно сами по себе. Tomb Raider пошел, я что-то запускал, короче. Мне интересны сами по себе вот эти стики. Слушайте, они вообще, начинают двигаться с самого малого. Есть какая-то, ну настолько она минимальная мертвая зона. Вот настолько она минимальная, что тут вот я даже бы не морочился. При том, что у нас есть еще и регулировка, как вы видели, по различным комбинациям кнопок. Есть еще регулировка чувствительности. Слушайте, но по мертвым зонам. Некоторые путают, что мертвые зоны обязательно где-то вот в начале должны быть. Но на самом-то деле мертвые зоны еще определяются. Есть же, знаете как, средние мертвые зоны, когда ты ведешь, потом он раз здесь остановился, потом резко появился здесь. Это так называемые мертвые зоны средние. И здесь вот есть начальные мертвые зоны, они какие-то там, ну, супер минимальные. Я вообще бы, знаете, так это списал бы на какую-то погрешность. Потому что во всем остальном эти датчики холла отрабатывают просто идеально, во все стороны притом. Во все стороны. Слушайте, нигде нет проседаний, резких проскоков, ни в одну из сторон. Вот нет рывков, дерганины. Слушайте, отлично, просто отлично. На обоих стиках. Они идеальны. При том, что вы можете менять по высоте эти штуки. Вообще, слушайте, просто топовые. Просто нафиг топовые. Что я могу еще сказать? Так, геймпад контроллер тестер закрывает. Давайте посмотрим, как он в Steam определяется. Контроллер. Определяется как контроллер 360, Xbox 360. Давайте посмотрим, что он нам на тестах выдаст. Да все то же самое приблизительно. Так, да все то же самое приблизительно. Буквально там минимальное какое-то движение он детектит. Даже самое минимальное движение. То есть у нас начинается буквально с малейшего прикосновения. Хотя есть. Вот я не исключаю, что здесь есть минимальные мертвые зоны стартовые. Они очень минимальны. Да, они очень минимальны, но они есть. Хорошо, дальше. Давайте попробуем все-таки. Вот я использую Tomb Raider. Те, кто очень давно у меня на канале, они знают мою любовь с волчками. Да, там у меня там есть ряд волчков таких интересных, которые меня, честно говоря, задалбывают очень сильно. И целиться на них... Так, открывайся, Tomb Raider. И целиться в них очень-очень тяжело, если вы... Вау, слушайте, это просто какой-то долбанный топ. Настолько плавный прицел. Я вам серьезно говорю, этот гуликица, ну, смотрим вообще. Знаете, такое ощущение, как на PlayStation 5. Я еще хочу в этом попробовать. В Horizon Zero Dawn, да? А ну, сейчас попробуем. На! Вообще, блин, бомба. Просто бомба. Я вам говорю, один из топовых геймпадов. Вот сразу говорю, я его в топ отнесу, потому что, ну, за эту цену, за $60, найти вменяемый мультиплатформенный геймпад, это прям вот надо постараться. Ну, прям целиться здесь одно удовольствие. Да и движение, ты его практически не чувствуешь. В Ларри Крофт, тут кто играл, почему Tomb Raider? Кто играл в этот долбанный старый Tomb Raider, тот знает, что на геймпаде в волчков целиться — это ад. Это нафиг долбанный ад. Где тут? А ну иди сюда. На. Смотрите, один. Вот, ну, второй я просто проколупал. Где он там? Где-то тут. Ай-яй-яй-яй. На. Второй. Есть. Ребят, у меня вообще слов нету. Я никогда 2 раза волчков подряд не убивал. Ладно, закрываем нафиг этих волчков. Запомни этот день. Вот мне лиса орет, запомни этот день. Да, это вот реально надо запомнить этот день. Так, давайте попробуем. Так, Киберпанк меня не интересует. Меня интересует Horizon Zero Dawn. А знаете почему Horizon Zero Dawn, да? Потому что там основное это прицеливание из лука. И если в Horizon будут там, допустим, да, повороты достаточно адекватные, то я прям вот этот геймпад полюблю всей душой, скажем так. Сейчас посмотрим. Ну, плавненько. Давайте что-то тут соберем. Слушайте, а здесь прям вибрация работает. Тут я только что в этом играю в Horizon. Я только что проходил рядом
робот, да, и прям вот прям отдавала его шаги. Прям и очень хорошая вибрация. Вот, ну, сейчас попробуем еще раз. Вот он рядышком будет проходить. Да, прям вот шаги отдаются. Вообще топ. Просто топово. Отлично. Слушайте, и прям вот ощущение, вот я как на PlayStation 5 играл, и у меня вот прям такие же ощущения, ну, правда, что это Xbox подобный геймпад, ощущение вот этой вот плавности, оно сохраняется, то есть однозначно. Так, а ну смотрим. Слушайте, очень мягко. Вот это вот прицеливание, оно действительно очень мягкое, очень точное. Прям вот по миллиметрам. Ну, нет, ребята, у меня вопросов нет. По прицеливанию все отлично. Давайте, наверное, подключим Android TV. Переключаем на Android TV. Сейчас пробуем. Включаем его. Мне интересно, через донгл соединится или нет. Ждем. О, вибрануло. Соединилось, не соединилось? Ну, нет, пока нету. Сейчас попробуем его спарить. На донгле у нас кнопочка. Включаем сюда, переключаем. Ну, если на USB 3, сейчас попробуем. Что у меня не хочет на донгле подсоединяться. Есть. Да, все, заработало. И на донгле на Android TV устройстве тоже заработало. Через Bluetooth оно будет работать еще лучше, но для меня донгл, ну не лучше, имеется в виду, что оно через Bluetooth тоже будет работать, но для меня донгл это прям вот золотой стандарт в том плане, что я могу играть, ну, просто с минимальным откликом. Идем в Game Controller Tester, сейчас посмотрим. Так, он работает. Ну, смотрим Game Controller. Он его определил как как Xbox 360. Я пробую, кнопки-то работают все. Сейчас попробуем, знаете что, в эксперт режим. Давайте, геймпад контроллер. Воу, смотрите, как мягенько, а. Смотрите, как мягенько. Отлично вообще, слушайте. Очень мягко, очень адекватно во все стороны. Слушайте, ну тут ладно, а где его пульт? Все кнопки срабатывают. Так, давайте идем, пробуем в игру в какую-нибудь. Перво-наперво идем в RetroArch. Объясню почему. Xbox он увидел контроллер, потому что нам нужно понимать, работает ли он с различными эмуляторами. Это очень важный момент. Так. Давай, Марио. Сейчас стартуем. Какой кнопкой? Ага, все, есть. Плюсик у нас как старт сработал. Так. Слушайте, ну работает, что я могу сказать? Определяется достаточно мягко работает в том плане, что хороший отклик от кнопок с минимальной действительно задержкой. Потому что когда я снимал видео про игры, допустим, на том же самом, на Rocktech G2 в ретро-гейминг, то мы играли на Bluetooth геймпаде, и там у нас была некоторая задержка, допустим, в том же Марио, она прям ощущалась, да, ты там нажимаешь на что-то, у тебя прям ощущается эта задержка. Я просто не самый лучший игрок в Марио, поэтому уж простите, но там прям ощущалась задержка в самом Супер Марио. Это что касаемо ретро-гейминга. Самые простые Android-игры будут работать отлично, учитывая наличие там этих турборежимов, которые я, откровенно говоря, не использую. Я не самый большой читер, но вот турборежимы для меня это уже нечто запредельное. Меня была интересна именно его реакция, задержка, возможность работы на мультиплатформе, его вот эти вот отсутствие либо наличие мертвых зон, но вот прям ощущение какого-то брендового геймпада по типу Xbox, по типу PlayStation 5. Ну давай уже, появляйся. Вот, все, отлично работает. Ну сейчас попробуем. А как он должен стрелять? Ага, вот кнопка есть. Давайте. О, турбокнопка работает. То есть можно через эту назначать на турбокнопке. Он сейчас автоматически сам будет стрелять. Да, вот смотрите, вот я нажимаю, оно стреляет, да, там как-то нажимаю, держу. Если мне надо турбировать, нажимаем стрельбу и нажимаем турбокнопку, турбокнопку и кнопку. Сейчас, неудобно, сейчас меня убьют, я специально останавливаю. И все, и вот оно пошло стрелять само по себе. То есть турборежим работает, с этим хорошо, очень отзывчивый, легко позиционируется, легко наводится, нет ложных срабатываний. И я могу, в принципе, рекомендовать данный геймпад. Я вот прям
Прям вот доволен. Мы сейчас попробуем игру на прицеливание. Мне еще очень важно, есть одна игра, кстати, на андроиде, которую я очень сильно люблю, на которую очень сильно люблю тестировать. Вот она, Subdivision, как-то Subdivision Infinity, блин, не знаю, как она читается. Subdivision, у меня уже с этим миксом языков в голове, немецкий, английский, я уже просто теряюсь. Ждем, пока инсталируется. Воу-воу-воу, и мы, смотрите, в Subdivision Zero, давай уже этот брифинг долбанный. Что ты делаешь? Я занимаюсь взрослыми мужскими делами. Попрошу меня, я тестирую геймпад КК3. КК3 Max. Очень взрослое КК3 Max. название. Оу, слушайте, как тут круто. Слушай, прям вот охренительно прицеливаться. Один из лучших геймпадов, который я тестировал именно для игр. Я вам серьезно говорю. Вот прям обалденно. Я не знаю, возможно, вот эта вот система прицеливания интеллектуальная работает, но очень прям топ. Вот сейчас вылетит два придурка, которых я сейчас очень быстро с помощью этого геймпада снесу. Так, вот этот вот брифинг, тут какая-то фигня. Да, я хочу пропустить диалог. Где они там? Я их сейчас посношу. Один есть. Сейчас второй будет. Слушайте, очень удобно. Второй есть. Я готов его резюмировать. Ребят, я рекомендую данный геймпад. Очень отличный. Один из топовых, который можно сейчас купить в Китае. Прям вот с этими датчиками холла на вот этих вот триггерах. Не на триггерах, да, на триггерах. Вот, на триггерах датчики холла, на вот этих вот джойстиках датчики холла с различными эффектами турбостреляния, с различными моментами, там, я не знаю, программирования, но я этим не пользуюсь. Те, кто пользуется КК3 и КК2 джойстиками, как вы используете этот режим программирования? Я не использую повторяющиеся действия. А в общем-то, рекомендую классный геймпадик, подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.